Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Неизбежно, год 23 подходит к концу, мы подводим итоги, строим планы на будущее. И с каждым днем, может быть, кто-то хочет завершить определенный проект или в чем-то расставить по местам какие-то события, с чем-то, может быть, определиться. Поэтому я решила немного изменить формат видео, и мы назовем события на пороге. Мы достанем такую карту. Что на пороге этой недели для вас, мои дорогие скорпионы, по мнению карт, какая сфера жизни наиболее активно проиграется, чем придется, может быть, заниматься, какие события на пороге видят карты для вашего знака. И у нас сегодня колода Golden Таро, Золотого Таро, с прорисовками по старым еще первым картам итальянским. Красивая колода. Итак, события на пороге. Ваше внутреннее ощущение вот в связи с этими событиями или ваше настроение – и обстановка, что есть в реальности, что есть в конкретике вокруг вас. Что важно знать или для чего какие-то события вам нужны. Неожиданности или то, чего мы не сможем избежать. Что скрыто, давайте такую карту достанем. Что будет радовать вас, мои дорогие скорпионы, что будет помогать. По основным сферам жизни посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь. И достанем карту совет. Подытожим, как видят для вас карты. События на пороге для вас. Скорпионы, есть какое-то разочарование. Карта сама по себе девятка. И по нумерологии любая 9 это впереди перемены. Может быть, есть сомнения в человеке конкретном. Есть сомнения по части, выгорит у меня какое-то дело, получится или нет. Чего бы это ни касалось, что бы это ни было. Карта называется «Карта ночного кошмара». Нам предлагают выйти из глубокой философии. Вот и все. Увидеть какую-то реальность. И нам показан человек, который боится открыть глаза. Ему кажется, это будет продолжение сна. А по факту все обстоит иначе. Вот события на пороге. Не заглядывайте слишком глубоко в какую-то прошедшую историю, чтобы она вам словно смазала картину в реальности. Вот давайте мы с вами посмотрим ваше внутреннее состояние. Угу. Соответственное настроение. Правда. Тройка мечей. Это то, что уже случилось, то, что произошло. Но само событие прошло, а отношение к чему-то, переживания, они запали в душу. Но это уже не имеет значения. Вы можете что-то вспомнить, или, может быть, есть какой-то, это карта внутренних страхов отчасти, может быть, есть ну, какие-то обстоятельства в вашей жизни, что вас буквально пугают. Или у каждого ведь своя какая-то ситуация, когда нужно выполнить, может быть, какое-то действие, или ну, с чем-то вы сталкиваетесь, и у вас неуверенность добавляет вот этого мрака. А нам карта говорит, да вообще, вот эти две карты говорят, что вы можете переживать, потому что надо уже давным-давно проводить. Или если вы сталкиваетесь даже с какой-то конкретикой, которую нужно решить, или какой-то вопрос для вас очень важен, тоже вот как будто проработать, то не относитесь, не пропускайте через свои внутренние ощущения. По этой карте, эта карта больше здорового равнодушия, и нам предлагают не эмоции оставить, а только ситуацию, перевести какой-то пережитый, может быть, эпизод в опыт и оставить все как есть. Вот так. Поэтому самим себя как будто не мучить. Давайте мы узнаем, что же в объективной реальности вокруг вас. Это ваши где-то ощущения. Ой, шикарно. Тут подведение итогов. Мир, гармония, счастье, радость, благополучный исход любого дела, когда и получение денег, и решение каких-то сложных вопросов. И вообще эта карта «нет ничего невозможного», это карта «мир», гармония в душе. Поэтому это какой-то сиюминутный порыв, может быть у вас на пороге, как известие, например, да, или правда вот внутренний какой-то страх, который сковывает, не дает увидеть совершенно другие обстоятельства жизни. Посмотрите, какой шикарный аркан, когда
Да вообще вокруг вас очень благоприятная обстановка. Значит, вы сами себе можете надумать. И в этой колоде карт, посмотрите, как будто женщина укрывает, как Мадонна, своим плащом людей. Вы словно под защитой высших сил, мои дорогие скорпионы. Но, видимо, есть какой-то удручающий момент, который может вас словно поглотить изнутри, а предпосылок к этому нет. Просто внутренние ощущения. И вам может казаться, что события, они вот в таком каком-то ракурсе развиваются, а по факту будет совершенно что-то противоположное. Поэтому не устраивайте себе глубокой философии, не ищите черную кошку в темной комнате, вы ее там не найдете, потому что ее там нет. Давайте мы узнаем, что же важно знать, для чего это было нужно. А для того, чтобы вы умели... Это карта воина в душе, пятерка мечей. Это карта недостатка взаимопонимания. И опять нам показывает ситуация, которая была прежде. Это карта конфликта отчасти. Ее называют первая победа, когда... Может быть, вы победили в каком-то споре или настояли на своем. Но вот нам это не приносит удовлетворения, счастья, радости эта победа не приносит. Либо она досталась очень тяжелой ценой, либо это, знаете, ну, настояли на своем, а по факту, ну, нет какого-то либо прогресса конкретного дела, либо есть все равно разочарование в душе. Что нам говорят? Нейтральную позицию, чтобы вы умели сохранять. И, может быть, вот эти внутренние сомнения, страхи, вы избавились. Если вы, мои дорогие скорпионы, по пятерке мечей, в целом сталкиваемся с людьми, с которыми сложно договориться, или когда вы имеете противоположную точку зрения, нам говорят, не увеличивай дистанцию конфликта. Это не значит, что мы соглашаемся с противоположным мнением. Нет, сохранять собственные принципы, потому что воин в душе это следует. Но в то же время подавать себя. Или, если видим, мы столкнулись, у человека другие взгляды на жизнь. Мы его не меняем, не воспитываем, а просто оставляем все как есть. Вот и все. И учимся и с такими людьми тоже взаимодействовать. Мы, к примеру, не можем отменить соседей, коллег, руководителей или каких-то еще людей, с которыми мы неизбежно будем изо дня в день встречаться. И часто жизнь нам преподносит такие сюрпризы. Мы с кем-то, ну, может быть, поругались даже. И как нарочно нам жизнь будет вот этот гештальт повторять несколько раз, пока мы какой-то нейтралитет с этим человеком не выстроим. Как будто нарочно сталкивая нас для решения каких-то вопросов. Вот это может быть. Поэтому быть дипломатом, вот основной посыл. Для чего это было нужно? Или для самого себя, точнее, уметь сохранять в собственной внутренней позиции собственное мнение, но словно не навязывая его никому. Ну, наша жизнь состоит из общения с людьми. Все решают люди. И от того, как вы где-то манипулировать вы сможете в хорошем, правильном, позитивном ключе, не будет для вас преград и последующих каких-то долгих, глубоких размышлений. Буквально так. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. По этой карте для кого-то из вас, знаете, могут пройти проверяющие, правда? Особенно если вы занимаете какой-то пост. Бывает такое. И тогда тоже, понимаете, обстановка-то вокруг, она как раз более дружелюбная. Но вы сами, если будете колючие, ну, буквально, как еж, вот так вот где-то вы, ну, будете настороже чересчур. Нет, тут все-таки с учетом первой вот этой победы, даже если есть какое-то внутреннее сомнение, страхи, вы должны оставаться, мои дорогие скорпионы, абсолютно непроницаемы. Это будет дважды важно, потому что по рыцарю мечей проходит такое значение, мне очень нравится в колоде Таро иллюминатов, бунтарь без причины. Когда человек, буквально персонаж какой-то, вы можете с ним столкнуться, который всем навязывает свое мнение. Или он что-то доказывает. И карта, как совет, она идет только одна. Держись нейтральной позиции. Вот все то, что мы с вами говорили. Нет смысла ему как и делать хорошо, потому что все равно останется плохо, так и вразумлять, как будто его тоже нет смысла. По этой карте проходят еще и другие люди, когда нам могут подать
какую-то информацию, как будто это перспективное дело. А по факту это будет тоже по-другому. Поэтому дважды, трижды держись позиции стороннего наблюдателя. Вот так нам говорит эта карта. Что бы тут ни пришло на твой порог, тут как будто это эпизод, который будет связан с конкретным человеком, который и к вам может прийти, или это новости, которые приходят. По этой карте, знаете, хорошо, когда мы ищем информацию, сами ищем, и мы ее как будто находим, вот какую-то истину, да, вот такое может проиграться, но это мы делаем не навязывая и не афишируя, чем мы занимаемся, это просто для самих себя, какой-то баланс, если нужно, мы можем подвести, но, повторюсь, обстановка-то как раз вокруг вас очень благоприятная. Что скрыто, давайте посмотрим. Вы знаете, какую-то историю не следует не только педалировать, а даже развивать. Закрыть дверь в прошлое. И если это прежний конфликт, как будто не переделывать людей, не расширять зону конфликта, не пытаться словно в реку войти дважды. Вот что-то, как прошлое, нужно проводить и, правда, закрыть в прошлое дверь. Десятка мечей. Она говорит о том, что либо отношения с конкретным человеком, они фактически закончились. Но если вас судьба сталкивает, и вы должны продолжать общение, значит, это делать в каком-то нейтралитете, правда? Значит, есть какой-то персонаж, который добавил вам разочарование, может быть, или какое-то, может быть, дело. Тогда тоже не следует продолжать в каком-то шаблоне прежнем, мои дорогие скорпионы. Здесь нужно, искать какой-то альтернативный вариант развития событий. Но так или иначе, понимаете, вот оборачиваться назад, вот что скрыто, это будет плохой практикой, потому что на повестке дня совсем другая картина. Вы можете застрять в эмоциональном каком-то разочаровании, которое фактически на данный период времени уже не имеет ни значения, давно закончилось и уже не повторится. Что будет вас радовать, что будет помогать? А вот что что-то заканчивается, 13-й аркан. Будет помогать сама по себе трансформация. Видимо, какой-то заключительный аккорд может быть в том, что не пытаемся, правда, переделать какое-то конкретное дело. Или то, что у нас не получилось, мы как будто, в хорошем смысле, смотрим на это со здоровым равнодушием и провожаем какую-то ситуацию. По 13-му аркану, я надеюсь, вы правильно понимаете, здесь может быть, знаете, как еще и ситуация в вашей жизни, которая будет говорить о том, что вам нужно как будто саму себя трансформировать в новую реальность. Может быть, научиться видеть что-то по факту. Главное, вам, мне казалось, и не нужно учиться, но карта подразумевает это, и это помогает, как будто, понимаете, проводить не просто прошлое, а быть еще готовым к тому, что какой-то период жизни или какое-то дело вам придется проделать в одиночку, или какой-то жизненный этап с чем-то, словно разбираться тоже самому. Все же по 13-му аркану есть такое, как аллегория, сравнение, я всегда его привожу. Это как пример зернышка. Мы садим зернышко в землю, и вот та твердая оболочка, которая сохраняла длительное время маленький росток, это она прежде служила цитаделью, оплотом. Она именно была как панцирь. Так вот теперь этот панцирь разрушается. Мы можем испытывать вот эти сожаления, потому что та модель, которая была прежде в нашей жизни, она уже не работает. Пришло время вот этому ростку пробиться к солнцу. И пока он пройдет действительно к солнышку и выйдет на поверхность, он пробивается один сквозь темную землю. Поэтому вы можете, словно исследуя непознанную землю без карты, будь вот к этому готов. Вот это самая трансформация, когда какие-то оковы, препоны, они разрушаются. Но мы еще к этому не привыкли. Мы еще где-то привыкли по старинке, как прежде, а нам говорят, все, завершилось. От того, как вы перестроитесь, может быть, уже свои мысли, мои дорогие, тут же мысли, ощущения, как будто нужно перевести в другое русло. Для вас-то как раз, посмотрите, прекрасная карта. И для вас нет ничего, чтобы вам угрожало, мои дорогие. Но внутреннее состояние настороженности, оно как будто может быть. А тут надо уже отстраивать что-то новое. Давайте дела, работа, бизнес.
Король жезлов очень в тему. Это тот, который имеет свои планы, проекты, и он не спеша обдумывает, как он их будет совершать. Это карта харизматичного лидера. Конечно, это вы можете столкнуться с человеком, который буквально рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Но это все-таки ваша больше энергетика, когда никуда не торопимся, а как раз, знаете, как новый тезис-план себе составляем. Собираем информацию, взаимодействуем с людьми. И лидерские ваши качества, они дадут свои плоды. Но, может быть, вот не в каком-то прежнем ракурсе продумать вашу стратегию, а совершенно по-новому. Давайте посмотрим, что на финансы. Восьмерка кубков. Часто, знаете, когда мы ищем выход из создавшегося положения. И выход, тут не надо глубоко копать, мои дорогие, правда. Тут могут быть сомнения, потому что, знаете, как какой-то вопрос или жизненная ситуация, которую вы собираетесь решить, вы оборачиваетесь к своему опыту, а этот опыт уже не сработает дважды. Здесь что-то иррациональное нужно. И по восьмерке кубков, если правда стоит на повестке дня финансовая ситуация, может быть, как потратить деньги, может быть, потратить в плане, я не имею мелких покупок, а может быть, для кого-то стоит вопросы бизнеса, самореализации или какого-то вашего проекта. Правильно распределить, вот, наверное, вот эта фраза будет более уместна. И вот из этого создавшегося положения выход вы найдете. Тут всегда есть выход. Сам по себе нам как бы даже человек показан, что он выходит из какой-то сложившейся ситуации. Поэтому решится что-то для вас положительно, как и в плане денег. Если деньги задерживались, такое может быть абсолютно у всех, у каждого из нас, потому что много ретроградных планет и на этой неделе, как и Юпитер, и Уран, кстати, в знаке зодиака Телец в ретро-движении, так и Меркурий с 13 числа. И поэтому, правда, задержки могут быть, искаженная информация может быть. Поэтому где-то нам про хладнокровие, нейтралитет тоже ведь говорят. Отстраивается словно новая система, и взаимодействовать с ней по-новому, или как новая игра жизни, которая, с одной стороны, нас может завораживать, но шаблон какой-то прежний, он тоже не пройдет. Одним словом, какая-то ситуация у вас изменится по финансам. Тоже есть какие-то возможности. Для кого-то из вас конкретное может быть перемещение для того, чтобы разобраться с какой-то конкретикой, которая так или иначе сводится к финансам. Может быть, это связано с недвижимостью или с вашей работой дальнейшей. Может быть, это работа, связанная с перемещениями командировки или смена вообще ракурса, направления, деятельности. Но тут тоже мы как будто остаемся в выигрыше. Хотя какой-то период, повторюсь, как по 13-му аркану, мы должны именно проделать в одиночку. От вашего решения тут будут зависеть как и прогресс, так и последующие, ну, наверное, финансовые поступления. Все-таки мы смотрим на финансы. В личной жизни, вы знаете, тут, правда, нельзя себе позволять где-то заострять на глубине переживаний, переосмыслений. Вы знаете, вот это прошлое, а переосмысление – это не что иное, как мы оборачиваемся назад. Вот посмотрите, что эти карты сказали. Дальше нам говорят, и где-то пятерка мечей, десятка мечей, понимаете, это все прошлое, прошлые ситуации, прошлые отношения, прошлая какая-то конкретика, которая тоже, да, вот как гештальт закрыть и забыть. И в итоге-то у нас получается 13-й аркан, когда вообще прошлое не может быть продолжено в каком-то том ключе, как мы это думаем. Может быть, это касается конкретного человека, у кого-то это будет касаться способов заработка, у кого-то ваши планы по бизнесу, по продвижению. И в личной жизни нам выпадает карта отшельника, когда это внутреннее состояние, когда я ничего не хочу. И вместе с тем карта мир, гармонии, когда в вашей семье может быть и гармония, может быть и в вашу сторону, мои дорогие скорпионы, вам люди проявлять будут знаки внимания. Ваши близкие будут стараться вас как-то немножко вывести, вполне вероятно, из какого-то состояния, когда, ну вот говорят, ушел в себя, вернусь не скоро. Вот правда, с учетом всех карт. И это просто вам может помешать.
Да, может быть, есть какая-то конкретная ситуация, с которой вы сталкиваетесь, и вам нужно обдумать в тишине, в одиночестве какой-то вопрос, чтобы сделать перерокировку по какому-то делу. Но сказать, что уходить в отшельника, как будто точно не стоит, потому что на повестке дня объективно карта мир. Вот такие противоположные энергии, ваши ощущения и то, что есть на самом деле. Я, тем не менее, люблю эту карту отшельника за то, смотря какие ваши планы. Но она всегда говорит, тебе никто не мешает. Вот когда мне выпадает эта карта, я знаю, что вот весь мой план от начала до конца с какими-то деталями вот у меня удастся осуществить без помех. Поэтому в целом вам никто и ничто не мешает. Совет. Перемены, мы с вами все говорили про перемены, и вот они сами по себе перемены, карта колесницы, и это значение удачи, успеха. И правда, когда отпускай прошлое и встречай то новое, что приходит на твой порог. Почему к успеху, к удаче? Потому что какая-то прежняя история, она никогда не повторится. И перестроить внутреннее, может быть, состояние души, свое отношение к обстоятельствам жизни. Для вас, видимо, на этой неделе будет очень важно, потому что какой-то переходный период, мои дорогие скорпионы, какая-то прежняя минусовая ситуация, она закончилась. И заканчиваются где-то вот эти эмоции. У вас достаточно сильная позиция, и перспективы-то прекрасные, но вот, видимо, те самые эмоции. Никто не мешает, ведь это тоже очень важно. Но, видимо, перевести, правда, свои ощущения, эмоции просто в ситуацию и в жизненный опыт будет важным. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.